Иран уже ядерная держава. Ядерное нераспространение – нонсенс. Существующих регуляторов, которые существуют в мире, недостаточно, чтобы сдержать ядерное распространение. Если для того, чтобы ввести новые регуляторы, надо кардинально перестроить мир. Для того, чтобы перестроить кардинальный мир, надо сломать все те силы, которые заинтересованы в существующем устройстве. Мы сталкиваемся с тупиковой проблемой. Иран, по-видимому, имеет пару ядерных зарядов, не очень больших и еще не упакуемых на ракеты, но через пару лет он будет иметь гораздо больше. Проблема ядерного распространения не имеет ничего общего с тем, что обсуждает сейчас мировое сообщество. Это не отдельные там авантюристы, ученые типа Кардирхана, которые ездят по миру и создают атомные бомбы. Это консорциум разведок, который передвигает фишки по большому столу. В этом смысле ядерное оружие совершенно не обязательно там кто-то будет делать сам. Его отдадут. После того, как Иран открыто объявит о том, что у него есть ядерное оружие, вот покажет его, то есть проведет испытание. После этого, через 2 недели, Саудовской Аравии тоже будет ядерное оружие. Они действительно его давно купили. Саудовцы финансировали пакистанскую атомную бомбу и вполне имеют набор того, что нужно в качестве сатисфакции за это финансирование. Это joint venture, совместное предприятие. В нем существует Северная Корея, как ракетная слагаемая, в нем существует Пакистан, в нем существуют другие страны, я не буду их все перечислять. Да? Эти фишки передвигаются по этому столу. В чем природа процесса? Поскольку право растоптано, наиболее преступно, первый раз, его растоптал Клинтон в Сербии, бомбардировками и заявлениями о том, что мы втопчем сербов в Средневековье. Права нет. Люди хотят гарантий. Гарантия – сила. Значит, они считают, что если у них будет атомная бомба, и они ее куда-нибудь смогут сбросить рядом, то тогда их не будут подвергать ковровым бомбардировкам. А если нет, то их будут втаптывать куда можно, в Средневековье, в первобытно-общинный строй и так далее. То есть подвергать этим бомбардировкам. Они считают, что ядерное оружие для них – единственная гарантия самозащиты. А значит, они будут к нему прорываться. А если они в современном рыхлом мире хотят к нему прорваться, они и прорвутся. Говорить в этой ситуации о том, что кто-нибудь сейчас помешает Ирану создать ядерное оружие, технологически достаточно наивно. Потому что я не понимаю, о чем идет речь. И это фундаментальная стратегическая проблема, которая встала перед Соединенными Штатами в определенный момент. Когда некоторые спрашивали меня, вот вы что, такой категорический противник однополярного мира, я отвечал и могу ответить опять. Во-первых, я вообще не понимаю, что такое полярный мир. Когда вы говорите, что мир многополярный, вы же не говорите, что в нем столько полюсов, сколько стран. Значит, вы говорите о том, что есть страны крупные, есть сателлиты при них. В принципе, устав ООН это исключает, но наличие Совета Безопасности в ООН это утверждает. Поэтому все понимают, что такое многополярный мир. Это мир стран и сателлитов. Первое. Второе. Пусть будет однополярный, но только Соединенные Штаты, если они хотят быть новым Римом, 4-м Римом, они должны понимать, что за это придется заплатить. А платят за это просто. 200 тысяч контингента в Ирак, 400 в Иран, готовность воевать дальше по всей дуге, включая Пакистан и Индонезию, да? Наличие 3-миллионной сухопутной армии, которая будет стоять в провинциях, как римские легионы, и ясный план, то, что называлось Пакс Романия. Что вы предлагаете странам? Вы им предлагаете национальную модернизацию, вы им что предлагаете? Вот Японии и Германии было понятно, что предложено. А что предложили Ираку? Ирак развалили на части. Одну из этих частей кинули к Ирану, потому что она шиитская. Суннитскую превратили в бандитский узел. А курдов сделали главным противником турок. И начали разваливать наиболее светское государство в регионе. Вот что сделали с Ираком. Для того, чтобы сделать иначе, нужно было, можно было вешать там кого угодно, воевать с кем угодно, но нужно было опереться на националистические иракские силы, проводящие модернизацию, на ту самую партию Баас, которую объявили преступной. И решили опереться на либералов. Открыть вам тайну, в Ираке нет либералов. Как только мы объявляем демократическую игру во всех этих странах, например, в Египте, побеждают братья-мусульмане, то есть террористическая организация определенного типа. Как только мы объявим эту игру, так сказать, в Ираке, победят соответствующие халифатистские радикалы. Как только мы объявим ее в Алжире, понятно, что будет. Да, будет огромная резня. Объявление формальной демократии – это вообще нонсенс. Вы хотите что-то делать?
Заявите приоритет модернизации и проводите модернизацию теми же способами, которые проводили ее та же Франция при Робеспьере и Наполеоне Бонапарте, или любая другая страна мира. Корея, Сингапур и так далее. Весь опыт известен. Поскольку этого не делается, Соединенные Штаты не объявляют внятной программы для этих стран и не ставят туда легионы, они не Рим. А как только они не Рим, то кто они? И кто же заполняет вакуум, образовавшийся в связи с разрушением коммунистической системы? Никто. Но это же не бывает так, что святое место будет пусто. Туда заползает любая нечисть. Мир становится хаотическим. А Соединенные Штаты превращаются не в Рим, а в Карфаген. То есть место, которое вмешивается, уходит, оставляя по себе хаос. Значит, вопрос заключается в том, что пока мир устроен так, ядерное оружие будет распространяться. Как может оно не распространяться? Оно могло не распространяться в условиях кондоминиума Соединенных Штатов и СССР, когда СССР следила за своими союзниками, Соединенные Штаты за своими, и гарантией безопасности были два ядерных оружия стратегических – Соединенных Штатов и СССР. Теперь каждый хочет получить себе эти гарантии, ну так они и будут. В мире идет неслыханная гонка вооружений, плюс кризис. Говорили, что кризисов не будет, ибо мир устроен разумно, а теперь оказывается, что они есть. Так что? Кризисы будут. А конфликтов не будет? Как это так? Значит, либо человечество действительно берет какой-то барьер и переходит в другую фазу, либо ядерное оружие будет распространяться. А все остальное – это суррогаты, паллиативы. Проблему-то надо решать по-крупному. И вопрос не в том, есть ли у Ирана ядерное оружие. А если бы был шах Ирана, то эта проблема бы стояла? Нет, да? Он был хорошим союзником Запада. Проблема заключается в том, что у власти находятся определенные силы. А почему они находятся у власти? Почему эти силы находятся у власти? Потому что другие силы не выдвигают внятные программы, не могут консолидировать население. Так, значит, вопрос заключается в том, чтобы у власти находились вменяемые силы, программа минимум, а программа максимум заключается в том, чтобы мы так переустроили мир, чтобы он стал снова стабильным. А я не вижу, как это сделать без восстановления, так сказать, полноценного существования России. Вот не вижу. Оказалось, что, так сказать, эта великая держава может быть отчасти там устроена совсем не так совершенно, как хотелось бы, только ее демонтаж превращает мир просто в ужасный. И вот эта вот дырка, которая образовалась вместо нее, становится такой геополитической воронкой, которая завязывает мир, затягивает его действительно в ядерную войну. Это не торговля страхом, это реальность. В этом смысле, конечно, все, что происходит в Иране, опасно. Ну и что? Как с этой опасностью предлагают бороться? Соединенные Штаты будут сейчас бомбить Иран? Нет. Да? Они предоставят эту почетную задачу Израиля. Что Израиль там может сделать? Он накроет 5-7 объектов, а дальше это все начнется по новой, в условиях еще большего обозления. Рано или поздно на Ближнем Востоке будет нанесен серьезный удар. Серьезный удар, это все должны понимать. Вот этого никто не понимает. Принудит к ответному удару, который разрядит арсеналы существующие, ядерные, по всем точкам. И вот тогда мы действительно упадем в другой мир. Вот после этого существующее человечество превратится в какое-то другое. Там начнется цепная реакция. Значит, мы повесили мир на ниточку. Да? Он опять на ней качается. Один из самых напряженных периодов в моей жизни был, когда в Черном море терлись два флота, американские и наши. Я понимал, что там изделий на борту достаточно, чтобы уничтожить полчеловечества. Они уже трутся, да, и неизвестно, что вызовет искру. Вот сейчас также трется Ближний Восток. И в этом смысле, что, собственно говоря, предлагают американцы? И предлагают ли они хоть что-то? Бжезинский, например, заявил, что если Израиль будет бомбить Иран, то американцы должны сбивать израильские самолеты. Ну, наконец, человек на старости лет признался, кто он, а все говорили, сионист Бжезинский. Все наоборот, vice versa, обратным способом. Значит, американцы не будут бомбить, Израиль не может бомбить. Любые бомбардировки еще более это все усугубляют. А Иран движется к ядерному оружию. И если он его получит в этой ситуации, мир все равно станет чудовищно взрывоопасным, потому что следом за ним его получат саудиты и другие. Значит, давайте откроем глаза на эту проблему. Вместо этого говорится, не надо драматизировать. Что не надо драматизировать? А какое решение? Соединенные Штаты не могут выполнять функции однополярного мира. А что должно их выполнять? Кто должен заменять в этих функциях Соединенных Штатов? Многополярный мир? Что имеется в виду? Кто является ближневосточным полюсом? Израиль? Иран? Индия? Кто ближневосточный полюс? Пакистан? А без существования крупных гарантов стабильности все мелкие и средние государства будут стремиться к ядерному оружию.
Так либо будут гаранты крупные, и мы мир в эту сторону перестроим, либо это новый Венский конгресс, либо это восстановление кондоминиума между Советским Союзом и США, но какое-то внятное устройство крупное должно быть, а когда его нет, то все будут с ядерным оружием, а тогда, рано или поздно, оно сработает, а дальше принцип домино.